В марте прошлого года биткоин показал взрывной рост на целых 50% во время краха больших американских банков, что вызвало активный рост всего рынка криптовалюты. В этом году американские банки пока что банкротиться не собираются, но тем не менее сейчас есть большое количество других катализаторов, которые будут влиять на движение крипты в марте. Прежде всего, это большие фонды, которые продолжают скупать биткоин перед халвингом. И несмотря на то, что халвинг пройдет в апреле, крупные компании, такие как BlackRock, готовятся к этому важному событию заранее и уже накапливают биткоин на миллиарды долларов. Также март является очень важным месяцем для второй криптовалюты мира Ethereum, ведь на следующей неделе пройдет долгожданное обновление Dencun, которое снизит комиссии для всех проектов на его сети, что привлечет новых инвесторов в такие монеты как Optimism, Arbitrum, Polygon, Uniswap и многие другие. Дополнительно в этом месяце нам крайне важно следить за инфляцией в США, ведь именно от нее будет зависеть будущая процентная ставка ФРС, которую озвучат 20 числа. И это лишь только малая часть важных событий, что нам предстоит увидеть в этом месяце. Поэтому в данном ролике мы с вами разберем, что будет с криптовалютой в марте 2024 года. Сегодня вас ждет большое количество биткоин-метрики, которая поможет нам понять, куда будет двигаться его цена в ближайшее время. Разбор предстоящего обновления Dencun, на фоне которого эфир может пробить $4000. Также вы узнаете, почему растут мемкоины и стоит ли их покупать прямо сейчас. Я вам расскажу, за какими монетами стоит следить в этом месяце. Ну и конечно же мы разберем, какое влияние окажет на крипту заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла на этой неделе. А поскольку чуть больше, чем через месяц пройдет халвинг, это положительно повлияет не только на сам биткоин, но и на монеты, которые с ним связаны, как, например, STX или Bitcoin Cash. Вот поэтому мы готовим для вас ролик, где вас будут ждать самые перспективные монеты, связанные с биткоином, которые покажут большой рост до и после халвинга. И чтобы такое видео вышло гораздо раньше, давайте наберем 1200 лайков под этим видео. Да, это большая цифра, но поверьте, оно того стоит. Поэтому поддержите ролик лайком и приятного вам просмотра. Ведь вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, февраль пролетел максимально быстро, но тем не менее он оказался очень насыщенным месяцем за последнее время. Ведь последний раз, когда биткоин фиксировал более 40% роста за один месяц, это было в декабре 2020 года. Поэтому февраль сохранил за собой звание одного из самых положительных месяцев. Но сразу хочу вас предупредить, что март также обещает быть очень насыщенным, ведь в этом месяце нас ожидает большое количество важных событий. Вот поэтому специально для вас мы сделали отдельный календарь, в котором собрали самые важные даты марта. И кроме тех событий, которые будут озвучены в этом видео, мы также добавили и многие другие катализаторы, которые окажут сильное влияние на крипту. Поэтому обязательно переходите, подписывайтесь и сохраняйте себе этот пост, чтобы заранее быть готовым к резкому движению на рынке. Но начать сегодняшнее видео мы просто обязаны именно с биткоина, ведь только благодаря ему весь рынок криптовалюты растет и получает сумасшедший приток нового капитала. И знаете, кто продолжает отправлять в крипту миллионы долларов? Ну, конечно же, большие американские фонды, потому что за прошлую неделю в спотовый биткоин ETF было инвестировано целых $2 миллиарда, а новый рекорд был отмечен 28 февраля, когда в ETF-фонды поступило $673 миллиона за одну торговую сессию. Вот поэтому именно 28 числа биткоин пробил новый годовой максимум на уровне $64 тысячи. В лидерах по притокам капитала продолжает оставаться BlackRock. И помните, в прошлом видео я сказал, что до халвинга этот фонд продолжит скупать биткоин. Так вот, именно этим он сейчас и занимается. Ведь BlackRock уже держит 164,5 тысячи биткоинов на сумму $10 миллиардов. И учитывая возможности, а также цели Ларри Финка, он ни при каких условиях останавливаться не будет. И конечно же, активное накопление биткоина за такой короткий промежуток времени стимулирует увеличение спроса, который, кстати, сейчас на 20% превышает доступное предложение на рынке. Этими данными поделился Мэтт Хуган, директор компании Bitwise, которая имеет свой биткоин ETF. А еще в интервью CNBC Хуган заявил, что текущий очень большой спрос на биткоин может привести к тому, что в этом году его цена составит $100-200 тысяч или даже выше. Да, разброс в цене у директора Bitwise далеко не маленький, но даже если взять нижнюю границу 100 тысяч, это вполне реальная цифра для биткоина, которую он может достичь в этом году, особенно если проанализировать актуальную метрику. Во-первых, инвесторы продолжают массово выводить биткоин с бирж, ведь только 1 марта выводы с бирж превысили $2 миллиарда,
долларов, что стало одним из крупнейших выводов за последние 5 лет. При этом около 400 миллионов долларов пришлось на бирже Binance. И согласно данным Glassnode, объемы, которые сейчас остаются на биржах, составляют примерно 2,2 миллиона биткоинов на сумму 143 миллиарда долларов. Больше всего биткоинов выводили именно киты, которые держат 0,1% от общего предложения на рынке. Ведь как показано на графике, адреса китов вывели значительное количество монет в конце февраля на свои холодные кошельки. И даже несмотря на незначительные продажи от майнеров, цена биткоина оставалась около локальных максимальных уровней. А поскольку киты накапливают все больше и больше биткоина, это выступает сильным фундаментальным катализатором для роста его цены в ближайшее время. Сейчас биткоин находится всего на 10% ниже своего исторического максимума, но за счет того, что он сохраняет поддержку выше важного уровня 60 тысяч долларов, это может стать началом к формированию нового бычьего цикла до уровня 70 тысяч долларов. В этом биткоину поможет фонд BlackRock, который продолжит его накапливать на этой неделе. И таким образом, если поддержка 60 тысяч сохранится, а притоки капитала на этой неделе будут находиться около полумиллиарда долларов, уровень 70 тысяч мы увидим точно так же, как это было с уровнем 50 и 60 тысяч, то есть быстро и непредсказуемо. А как показывает практика, криптовалюта никогда не стоит на месте во время роста биткоина. Вы можете убедиться в этом лично, открыв график любой монеты за прошлую неделю. И поэтому, когда нам один раз в 4 года выпадает такой отличный шанс, чтобы заработать на движении крипты, его ни в коем случае не стоит упускать. Но если вы не знаете, как прямо сейчас можно заработать на криптовалюте, я приглашаю вас в подписку Coin22 Pro, где наша команда аналитиков ежедневно предоставляет прибыльные торговые идеи на биткоин, эфир, сотни различных альтов, мемкоины, которые сейчас летят вверх, а также на новые монеты. И самый большой плюс подписки Pro – это максимально простой формат работы, который идеально подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков. Давайте покажу на живом примере. На выходных все участники Pro получили вот такую шорт-сделку по монете STX, где была указана точка входа и уровень для фиксации профита. И как только цена пробила поддержку и дошла до этого тейка, участники Pro заработали от 70% прибыли. При этом, если вы даже ни разу не торговали, вам поможет наше пошаговое обучение и круглосуточная поддержка, которая всегда ответит на любые ваши вопросы. И несмотря на то, что биткоин уже вырос до уровня 64 тысячи долларов, настоящий памп нас ждет впереди. Поэтому, чтобы не упустить свою потенциальную прибыль, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы сразу получите всю необходимую информацию касательно подписки Pro. Конечно, если говорить о биткоине, то он обязательно будет в центре внимания в марте, ведь до халвинга осталось чуть больше месяца. Но также не стоит забывать, что в этом месяце произойдет очень важное событие для эфира. И вы, скорее всего, уже догадались, что я имею в виду обновление Dencun 13 числа. Я уже неоднократно рассказывал вам, что это обновление играет важную роль для всей экосистемы Ethereum, ведь после его запуска в основной сети стоимость транзакций в блокчейне для всех L2 проектов снизится. Сказать, насколько именно упадет высокая комиссия, сложно, но по некоторым данным плата за газ должна упасть от 10 до 50 раз. Поэтому если вы задаетесь вопросом, а почему эфир пробил новый годовой максимум на уровне 3500 долларов, причина скрывается именно в обновлении Dencun. При этом не забываем, что данное обновление повлияет на всю экосистему, то есть на каждый блокчейн, который работает на эфире, как, например, Optimism, Arbitrum, Polygon, Uniswap и многие другие. Представители этих проектов уже заявляют, что Dencun должен стать важнейшим событием в истории эфира. Например, гендиректор OP Labs сказал, что это начало новой парадигмы работы Ethereum. Также вице-президент Polygon Labs заявил, что в течение месяца будет наблюдаться значительное снижение комиссий после запуска Dencun. А Теренс Цао, разработчик, который занимается масштабированием Arbitrum, с уверенностью заявил, что плата за газ в сетях второго уровня должна немедленно упасть на 75% после внедрения и обновления Dencun. Поэтому в марте нам стоит особо внимательно следить за ценой эфира, которая уже вышла из восходящего торгового канала и направляется пробивать новые максимумы. И если учитывать все фундаментальные факторы в виде обновления Dencun, а также потенциального одобрения ETF, которое может произойти в конце мая, эфиру не составит труда пробить 4000 долларов, после чего для пробоя нового исторического максимума на уровне 5000 долларов останется меньше 25%, а в условиях рекордного вывода эфира с бирж шансы на пробой 5000 долларов только растут. Кстати, лично я торгую
торгую и покупаю криптовалюту на бирже OKX, потому что OKX является нашим официальным партнером. И поэтому, если вы искали надежную биржу для торговли, ссылка на OKX есть в описании. Что касается монет L2, то особое внимание заслуживает оптимизм, который продолжает оставаться в восходящем тренде и находится на грани от того, чтобы пробить новый максимальный уровень. В таком же положении находится монета Arbitrum, которая пытается удержать важную поддержку на уровне $2, что может усилить бычий импульс. Также посмотрите на Polygon, который спустя долгое время сумел подняться выше $1. Конечно, он проигрывает OP и Arbitrum, ведь его потенциал на рост гораздо меньше, но тем не менее Dencun также оказывает на него положительное влияние. Ну и отдельно хочу вам показать монету Uniswap, которая начиная с 23 февраля выросла на 90%. И сейчас эта DEX биржа также готовится к важному обновлению, так что именно за этими монетами, которые напрямую связаны с эфиром, стоит обязательно следить в марте, ведь есть большие шансы, что до и после запуска Dencun они покажут активное движение. Как, например, это сделают монеты, которые связаны с биткоином до и после халвинга. Правда, об этих монетах мы поговорим уже в следующем видео, но все равно мне кажется, что движение этих монет вряд ли сравнится с недавним пампом рынка мемкоинов, которые выросли на десятки, а то и сотни процентов. Те, кто внимательно следил за криптой на прошлой неделе, просто не мог пропустить рост таких мемкоинов, как Doge, Shiba, Floki, Pepe, Bonk и многих других, ведь они все показали более 100% роста буквально за одну неделю. Но я наверняка уверен, что вам интересно, кто именно запампил эти монеты, а также смогут ли они расти дальше, чтобы можно было на них заработать. На самом деле все лежит на поверхности, и достаточно просто посмотреть на данные по накоплению. Как вы видите, активными покупателями этих монет были большие киты, которые зафиксировали очень хороший профит. Например, один CryptoKit недавно получил более $2,5 миллионов прибыли после того, как он вывел 365 миллиардов монет Shiba на Binance. Также Dogecoin вырос на 80% после того, как один кит инвестировал в него $13,3 миллиона. При этом другие два кита, наоборот, продали Doge на сумму $70 миллионов. Дополнительно, Look On-Chain сообщили, что один CryptoKit имеет нереализованную прибыль в размере примерно $1,3 миллиона после покупки 670 тысяч монет мемкоина DogWizHead за $918 тысяч. То есть какой-то конкретной фундаментальной причины роста не было, и вы должны понимать, что такой резкий памп в любое время может превратиться в коррекцию, если киты захотят зафиксировать больше прибыли. Главная проблема мемкоинов заключается в том, что очень много монет находится в руках небольшого количества инвесторов. Например, взять ту же Шибу. У нее больше половины монет держат 10 самых крупных кошельков. Или, например, Floki. Там вообще почти 70% всех монет распределены среди 10 самых больших холдеров. Поэтому перед тем, как покупать такие монеты, обязательно держите это в голове и учитывайте, что риски могут быть абсолютно неоправданы. Другое дело монета Solana, которая пробила свой новый годовой максимум на уровне выше $130 и уже на протяжении более полугода продолжает сохранять восходящий тренд. При этом показатели в ее сети сигнализируют о том, что цена может вырасти еще выше. Недавние данные Solana показывают очень хорошее движение. Ее TVL достиг самого высокого уровня с ноября 2022 года и составил 47 миллионов монет, что означает рост на 30% с начала года. Для общего сравнения TVL Ethereum вырос только на 15% за это же время, а BNB Chain зафиксировал рост депозитов BNB на 12% с конца прошлого года. Это показывает, что Solana привлекает больше новых пользователей, чем другие блокчейны. Вот поэтому я не просто так добавлял Solana в портфель на 2024 год. Она имеет очень хороший потенциал, и на фоне общего роста рынка у нее есть все шансы, чтобы зафиксировать хороший рост в марте. И возможно, она даже снова обгонит капитализацию BNB. Но основное влияние на крипту в марте будут создавать, конечно же, фонды с показателями притока капитала в ETF, а также экономические данные США. Эти данные, само собой, связаны с инфляцией, ведь на следующей неделе, 12 числа, опубликуют ИПЦ, который покажет уровень инфляции за февраль. Прошлые данные превысили прогнозы, что сигнализировало о сохранении роста инфляции. Но если данные за февраль будут ниже прошлого месяца и ниже предварительных прогнозов, это может ослабить доллар США и привлечь новый приток ликвидности в рискованные активы. Так было всегда, ведь дополнительно падение ИПЦ сыграет важную роль на заседании ФРС 20 марта, где будут принимать решения по процентной ставке. И, конечно, чтобы ее начали снижать, Джером Пауэлл должен увидеть падение инфляции хотя бы пару месяцев подряд. Понятно, что в марте никто ставку понижать не будет, но тем не менее на пресс-конференции Пауэлла мы сможем приблизительно понять, когда они планируют начать смягчение монетарной политики, что уже
уже будет очень полезной информацией для всех инвесторов. Но, кстати, некоторые комментарии Пауэлла мы сможем услышать уже 6 и 7 марта, когда он будет выступать перед Палатой представителей и Сенатом США. Обычно в такое время рынок акций любит показывать активное движение, которое может скопировать биткоин. Поэтому в эти дни в режиме онлайн мы будем разбирать данное выступление в нашем телеграм-канале. Так что не забывайте подписываться. Ну и конечно же жмите колокольчик, ведь уже скоро вас ждет новое видео. В комментариях под видео вы можете оставлять вопросы, а также ваши прогнозы на биткоин. И увидимся с вами уже очень скоро. Поэтому всем желаю удачи, до скорых встреч.